Приветствую добрых и честных людей. Сегодня в DaStudio сделаю студию для настройки шейдера кожи. Я создал сцену с персонажем из прошлого видео. Еще мне понадобится два файла, которые вы можете скачать по ссылке в описании к видео. Импортирую файл фона. Ввожу масштабирование фона 3000%. Сразу задам цвет фона. Я выбрал серый, чтобы облегчить точность восприятия цвета кожи. Ввожу значение яркости в 128. Чтобы фон не подсвечивался курсором, я отключу возможность его выделения. Так будет приятнее работать. Начну с главного, ключевого света. Создаю линейный точечный свет. Этот свет ослабляется пропорционально расстоянию, а не его квадрату. Это позволит осветить модель равномерней. Даю название свету в поле Label. Подниму свет выше уровня головы модели. Просто введу в высоту значение 222. Точную высоту я установлю позже. Перехожу на вид сверху, чтобы отодвинуть свет от модели. 300 см хорошее удаление от модели. Чем дальше ключевой свет, тем равномернее она будет освещена. Чтобы направить свет на модель, я выделяю источник света. В поле «Направить на» выбираю название модели. Теперь свет направлен не поверх модели, а на ее бедра. Посмотрю, что у меня получается. Включаю рендеринг во вьюпорте. Вижу фигню. На модель светит свет справа, еще один свет располагается за фоном. Все синее. Мой рисующий свет вообще не работает. Виновата карта окружения, которая используется в сцене по умолчанию. Перехожу в настройки рендеринга, окружение. В настройках карты окружения вижу источник неприятностей. Заменю эту карту на свою. Понадобится файл, ссылку на который я дал ранее. Тащу файл на настройку карты окружения. Синий оттенок исчез, но освещение сцены по-прежнему неправильное. Временно выключу карту окружения, уменьшив ее интенсивность до 0. Сцена погрузилась во тьму, как будто ключевой свет отсутствует. Проблема в том, что его мощность слишком мала. Исправлю это. Выделяю источник света, перехожу на вкладку «Свет», нахожу поле «Световой поток». Щедро добавляю в его значение 3 0, то есть усиливаю свет в 1000 раз. Смотрю, что получилось. Теперь света достаточно, чтобы увидеть модель. Увеличу силу света еще в 2 раза. Немного ослаблю свет и на этом успокоюсь. Бросается в глаза черный силуэт позади модели. Это рисующий свет отбрасывает тень модели на фон. Исправлю это. В настройках геометрии света меняю точка на диск. Граница тени смягчилась, но недостаточно. Увеличу диаметр диска до 200 см. Да что же это такое-то? Теперь большой диск стал входить в кадр. Исправлю это, отключив рендеринг геометрии источника света, не сам свет. Поздравляю, рисующий свет создан. Я предпринял 2 приема, чтобы осветить модель равномерно. Использовал линейный свет и задал ему большую дистанцию в 300 см. Но и этого оказалось недостаточно. Я вижу, что ноги модели, которые дальше от света, чем ее голова, оказались темнее. Чтобы исправить это, фотографы направляют свет на ноги модели, но в DaStudio этот способ у меня не сработал. На следующем этапе я создаю 3 камеры для 3 портретных планов – ростовой, трехчетвертной и крупный.
Это позволит быстро переключаться между видами при настройке шейдера кожи. Обратите внимание, что сейчас я нахожусь во фронтальном виде. Добавляю камеру, даю ей название камера 1. Выбираю «Копировать активный вид». В настройках камеры проверяю фокусное расстояние объектива. 65 мм для ростового портрета – хорошее значение. Приближаюсь к модели, чтобы получить следующий трехчетвертной план. Создаю вторую камеру. Не забываю выбрать «Копировать активный вид». Увеличиваю фокус объектива до 100 мм. Настраиваю следующий крупный план. Создаю камеру. Увеличиваю фокус до 135 мм. Чтобы изображения камер не отвлекали меня, выключаю их видимость. Следующий этап – настройка светотеневого рисунка на лице модели. Для удобства я буду использовать сразу два вида. В главном окне у меня будет перспективный вид. В дополнительном окне я буду использовать третью камеру и включу рендеринг. В этом месте я задумался. Мне предстоит двигать ключевой свет, а значит дистанция между светом и моделью будет меняться. Значит, освещенность модели тоже будет меняться. Проверим. Я перенес свет, расстояние до модели увеличилось, а ее освещенность снизилась. Чтобы не иметь проблем с таким изменением освещенности, я буду перемещать ключевой свет по окружности. Для этого первое. Снимаю выделение, это важно, с ключевого света, щелкнув в свободном месте дерева сцены. Второе. Создаю группу, я дал название группе K-Light. DAZ Studio это не нравится, потому что у нас уже есть объект с таким названием. Разрешаю программе добавить префикс к названию группы, чтобы разрешить конфликт имен. Третье. Переношу ключевой свет в созданную группу. Теперь, если я буду осуществлять вращение группы по оси Y, то расстояние между светом и моделью всегда будет одинаковым. К тому же свет автоматически направляется на модель. Великолепное решение. Если ваша сцена выглядит подозрительно темной, обычно при первой загрузке файла, проверьте, не включен ли Preview Light. Отключите его. Чтобы настраивать высоту и направление света в одном месте, я перенесу настройку высоты из источника света в группу. Выделяю источник света и обнуляю его высоту. Выделяю группу и ввожу значение высоты 222 см. В дополнительном окне буду следить за рендерингом крупного плана. Сперва отведем свет так, чтобы он падал на лицо модели под углом 45 градусов. Получилась тень на крыле носа. Следующая задача – нарисовать тень над глазом. Для этого я приподниму ключевой свет. Если глаз оказался в тени, то свет надо опустить. Я получил свет, который называется Loop Light, свет петли. Петля проходит через крыло носа, верхнее веко и переходит на щеку. Ребята, на этом с ключевым светом покончено.
включая в работу заполняющий свет. Этот свет регулирует глубину тени. Увеличиваю интенсивность окружения до единицы. Если я хочу получить промежуточные значения глубины теней, то уменьшаю интенсивность окружения, либо уменьшаю светлоту тона окружения. Далее ввожу фоновый свет. В главном окне я перешел в вид перспектива и отключил рендеринг. В дополнительном окне перешел на камеру 1 и включил рендеринг. Фоновый свет можно поставить разными способами. Я буду использовать тот, который называется Hot Spot – горячее пятно. Для этого мне необходим источник света прожектор. Даю ему название Background Light. Поднимаю прожектор на середину корпуса модели. Рендеринг показывает, что от прожектора нет никакого света. Ага, надо добавить ему мощность. Как и в случае с ключевым светом, смело добавляю 3 ноля в световой поток. Ничего не произошло. Понял, прожектор надо вытащить из живота. Пятно слишком большое. Я хочу, чтобы верхняя и нижняя граница пятна входили в кадр. Изменить размер пятна можно, потянув за кубик или изменяя параметр угол луча. Сейчас понастраиваю тут. 70 тысяч люмен было достаточно по мощности. Перевожу рендеринг в главное окно. Хочу посмотреть, как пятно будет выглядеть на крупном плане. Светлая часть пятна находится за нижней границей кадра, поэтому немного подниму прожектор. Теперь я вижу над плечами световой градиент, который хотел получить на крупном плане. Проверю, как пятно выглядит на 3/4 плане. Сбил настройки камеры, поправлю это. И в этом плане фоновое пятно выглядит великолепно. Следующий свет называется подсветка волос, Hair Light. Создаю линейный точечный свет, называя его Hair Light. Поднимаю его выше головы модели и завожу свет за спину так, чтобы он находился примерно под углом 45 градусов вверх от головы модели. Меняю геометрию света на прямоугольник. Увеличиваю ширину прямоугольника до 150 см, а высоту до 170 см. 170 это блажь, сделайте 150 см и не мучитесь. Позади модели вы видите черный фрагмент нашего источника света. Он сейчас светит в сторону фона. Чтобы переориентировать его на модель, используем функцию «Направить». В качестве цели укажем модель. Увеличиваю мощность света в 100 раз. Отключаю видимость источника света при рендеринге.
Размышляю. При настройке шейдера кожи контровый свет, роль которого у нас играет подсветка волос, нужен для того, чтобы контролировать настройку SSS. Проще всего это делать, наблюдая за тем, просвечиваются уши светом или нет, и у нас они не просвечиваются. Но по какой причине? Недостает яркости света или неправильная настройка SSS в шейдере? Мне помог фотограф, который сказал, что максимальная мощность подсветки волос равна мощности ключевого света, а лучше, если вдвое меньше. Посмотрю-ка я, как освещена спина модели. Я вижу, что она существенно темнее, чем передняя часть корпуса. Увеличу яркость света в 10 раз. Кажется, многовато. Уменьшу яркость до 1 миллиона люмен. Вроде хорошо. Посмотрю одновременно на модель спереди и сзади, будет ли одинаковый тон кожи. Да, хорошо. Яркость для подсветки волос я подобрал. Посмотрю, как выглядит крупный план. Крупный же, не ростовой, балда. Заметил ошибку в настройке поверхности головы. Исправлю это попозже. Ухо просвечивается именно так, как мне показывал фотограф при максимальной яркости подсветки волос. На этом мы закончили настройку света в студии. Покажу прием, который может вам пригодиться. Я сделал светотеневой рисунок на лице Loop Light, свет петли. Если я захочу повернуть корпус модели, то светотеневой рисунок будет утерян, ведь ключевой свет будет падать на лицо модели под другим углом. Теперь петля утеряна. Но если модель поместить в группу с ключевым светом, то при вращении всей группы модель будет поворачиваться с сохранением светотеневого рисунка. Теперь петля сохранилась. Далее исправлю настройку поверхности головы. Сперва проверю, проблема в настройках материала или карты. Выделяю поверхность головы и, например, лица. Пробегусь по списку материала в поиске символа вопросительного знака. Если я увижу этот символ, то в настройках двух материалов разные значения. Это и может быть причиной ошибки. Настройка материалов двух поверхностей идентичны. Вероятно, проблема в настройке карт. Проверю карту лица. Вхожу в редактор изображения и запоминаю значение гаммы карты лица. Единица. Проверяю значение гаммы для поверхности головы. Гамма 0. Вот и причина ошибки. Исправляю на единицу. Изменения не произошло. DAZ-Studio не определил, что мы внесли какое-то изменение, и поэтому рендеринг не обновляется. Помогу. Перевожу viewport в любой режим отображения и сразу возвращаю режим рендеринга. Ошибка исправлена. Удаляю тестовую модель. Создаю группу с названием Studio. Переношу все элементы сцены в эту группу и сохраняю файл.
Теперь объекты студии не будут смешиваться с другими активами, которые вы будете вставлять в студию. Финальный рендер в студии. Пока.